Приветствую вас, друзья. Ну что ж, давайте продолжим Arcanum. И нужно набрать как можно больше денег, золота, чтобы, собрать, то есть, чтобы изготовить очки специальные для каждого из спутников. What is it that you want of me? Я уже изготовил очки для Вирджила, и осталось еще для Согга сделать, Магнуса и Чакки. Я думаю, что я знаю такой способ, как получить определенное количество золота. Но это просто зайти в какую-нибудь таверну и поговорить с одним из посетителей, с посетителем таверны. И он задаст мне вопрос, и если я на него правильно отвечу, то он мне заплатит. Это может быть 500 монет, ну, как обычно это бывает. What take your friend? Hello, what can I do for you? What do you know, friend? I'm trying to enjoy my drink, and then you have to come here and bother me. I think that's very rude of you. You are going to have to be taught a lesson. Please, sir, don't hurt me. I am weak and worthless. Sure, I'll leave you alone, coward. Right after you kiss my feet. Go ahead. Ну ладно, придется... Of course, sir. That's a good lad. Just do as you're told. And everything will be okay. Run along now. Видимо, мне никто здесь не задаст никаких вопросов. Good day to you, friend. Good day. Yes, are you lost? What have you heard, madam? Just enjoying my drink. You are welcome here, sir. What do you know, friend? Oh, not much. But it's shame about the IFS Zephyr crash, isn't it? Don't worry anything about that, friend. В принципе, это никакой особой разницы в этом нет. Ну, хотя, может быть, и есть. На всякий случай я пока не буду рассказывать. No, can't say that I have. Really? Are you quite sure about that, sir? I think you might know a lot of more about it than you let on. I told you I don't need anything about it, friend. Ой-ой-ой. Да, видимо, мне не поверили. Ну, так или иначе, вообще... Да, тут в любом случае даже, несмотря на то, что расскажу я свою историю или нет, все равно на меня все набросятся и ничего не выйдет опять. Ух. We're going now. Leave me peace, sir. Да. Не попалось ни одного человека, который, посетителя, который мог бы задать мне вопрос. Чтобы мне продать такое.
эти кристаллы нужны еще. Зачарованное кольцо. 36. 34. Так, снимай. 32. Без колец тоже как-то не очень хочется. Может ли этот эльф идентифицировать что-нибудь мне? Ну, это... То есть это эльфийка, ну, то есть мисс. Это женщина. Но эти робы я идентифицирую. Но может быть это окажется так, что это... What is it that you... Shadowing robes. Как его выражала, такие же. Ну, такие робы нужно продать. Чтобы за большую цену продать, ну, чтобы я продал за большую цену, нужно их сначала идентифицировать. Может быть, я сделаю один... Хотя, может быть, и не надо... Нет, конечно, мне нужно еще до 3 спутников сделать очки. Можно, конечно, переночевать здесь, подождать 1 день. И тогда, может быть, там другие появятся посетители, которые могут задать вопрос мне. One day. Прошел ровно 1 день. Ну, я не думаю, что здесь что-нибудь изменится. What do you know, friend? Can say that I have. I see. Well, it was a quite a tragedy. I've actually heard there was a survivor, but who knows? Probably just a rumor. Good day to you, sir. Ну вот, этот карлик мне поверил. No. No villager. А этот орк мне почему-то не поверил. И все на меня, на нас набросились. Right fun day to you. What do you know, friend? Ну, в принципе, ничего такого не изменилось. Можно, конечно, еще раз попытаться.
saw your speech at the town hall. Rousing it was. It is one past time we got the monument built. Он слышал мою речь, которую я говорил в мэрии Эшбери, и он восхищен этим. Hello, bartender. What can I do for you? Any good gossip lately? Rumor has it that the old Malachi Ranch's castle up north Ashbury is haunted. I'm not surprised. That old Malachi fellow was a weird one, they say. You have been most gracious. Ну ладно, если тут никто не хочет мне задавать вопрос, то тогда... Но если я потрачу все вот эти... если у меня останется 1483 монеты, то мне нужно жестко экономить потом, в таком случае. По максимуму ничего не продать, не покупать, не тратить монеты впустую. Ох. Да. Мне так не хочется делать, но не знаю. Hello, can you make some custom spectacles for me, Mr. Fires? I need a pair of that bone crystal. Ну, я это уже делал, поэтому... $3483. Вот, все. Я, кстати, да, действительно, я на самом деле помню... Я помню об этих бронзовых одеждах варвара. Я когда-то сам носил это. Теперь пришло время продать. Ой, сколько тут можно продать. Хотя я не уверен, что местные кузнецы продадут вот одежду стражников. Если бы это была кожаная броня, leather armor, то они могли бы ее продать. Но так как невозможно. Можно обычный меч. How can I help you? Чакки. Yes, master. Можно эти продать одежды варвара. Давайте сходим. Так. Где находится вот здесь? Ashbury Premium Furniture. Да, как печально на самом деле. А кто может продать? Я думаю, что сейчас пока я это делать не буду, а сделаю после того, как куплю все эти очки. Этот смокинг
Наверное, он мне еще пригодится. Large manservant's uniform. Morning Star perfume. Наверняка рано или поздно я встречу какого-нибудь кузнеца, который сможет. How can I help? Который сможет продать эти одежды. Я вообще могу продать этот шлем, потому что Магнусу теперь он вряд ли понадобится. Ну или по крайней мере я куплю ему новый, более улучшенный такой. Чтобы больше у него было защиты. Потому что это обычный шлем, ничем не выделяющийся таким особым. Давайте проверим 90 единиц у этого шлема. И тогда он 68. А если я ему продам поврежденный шлем немного, $61. Тогда получается, что выгоднее продать целый шлем, то есть ну, чтобы его починили. То есть я трачу 3 монеты и могу продать этот шлем за большую цену, то есть не за 61 монету, а за 68. То есть я сэкономил 5 монет. Очень хорошо. Я думаю, эти монеты тоже мне не нужны. Хотя и кузнецу тоже они не требуются. Ну и только для Чакки осталось сделать очки. Ну ничего, выберемся как-нибудь из этого экономического положения. Так, у Вирджила есть очки. У Согга тоже. И у Магнуса. У Чакки пока нет.
теперь все, что мне нужно делать, это просто не покупать никаких вещей, а только продавать те, которые возможно, либо набирать золото, потому что тратить мне уже нечего. Значит, эти робы я идентифицирую потом, уже когда придет время. Главное, что у меня есть вот эти мази, которые я взял в Бернхольме. И все-таки хорошо, что это туда зашел, потому что хоть я и не нашел этого господина Уоррен Пелдар в Камбрии, но тем не менее, все-таки я нашел там полезные вещи, некоторые. How can I help you? Нет, Магнус, я тебя не спрашивал. Ну и поскольку теперь уже у нас у всех есть очки, ну, собаки, наверное, они не нужны, то теперь-то уж точно мы сможем пройти туда. Как вы думаете, друзья? Я думаю, что да, потому что когда я проходил эту игру еще раньше, предыдущим персонажем, то я как раз так и делал. На всякий случай, чтобы вот такой ситуации не случилось, я покупал очки для каждого из спутников. Для всех. Вот так вот, беззвучно, без музыки. Мы уничтожили этих разведчиков. Так. Давайте посмотрим какие-нибудь окрестности. Это действительно то, что я... ну, куда нужно идти именно? Может быть, это не тот ход. Потому что у всех моих спутников очки есть. How can I? Will blend spectacles. А с собакой торговаться невозможно. Что же это за камень такой? А, вот. Ха. Да. Видимо, я и сам не увидел этого входа. Ну, все обошлось. Я увидел все-таки. Просто надо четче поискать. Ну, лучше, чтобы все было четко видно. Точно. Ну и вот. Hold. What business have you in the caverns of the will clan? Speak. I come with grave news. I see. This is grave news, indeed. You need to speak with the King Thunder Stone. His house is directly northeast of here.
just through the central passage. Speak with him and he will know what to do. Thank you, I will do that. То есть, чтобы поговорить, мне нужно сейчас поговорить с королем, ну, с таким предводителем дома в этом плане, вождем, ну, то есть, королем, то есть, и давайте поговорим, найдем его сначала. Так, ну, гном говорил, что нужно идти на северо-восток. Давайте поищем этого короля. Так. Ну вот, я тут нашел в сундуке еще одну целебную мазь. 17 золота всего лишь. Да, это не очень много, но я могу, конечно, продать это ожерелье с изумрудом. Сейчас мне нужно только продавать, чтобы с моими финансами было все хорошо, довольно. Все-таки давайте поищем каждый проход, исследуем. Найдем короля. Еще довольно долго идти, хотя я уже на полпути, в принципе. Royal Guard. Вот он, Royal Guard. Давайте зайдем сюда. Greetings, traveler. I'm sorry, I don't believe we have met. I am Randver Thunder Stone, son of Loghair Thunder Stone. I stand as chieftain and king in waiting of all the dwarfs, both over and under mountain, in the lands of Arcanum. Welcome to the caverns of the Wheel Clan. A pleasure to meet you, Randver. I have a few questions. Of course. What do you need? You said you were king in waiting? Yes, my father is unavailable, and I rule in his stead. But I am not the true king, and will not be as long as my father lives. I am only king in waiting. То есть он говорит о том, что он исполняет обязанности короля в ожидании, то есть когда его отец не может, то есть
как-то, ну, не способен править, то есть недоступен. Вместо него выступает его сын. I see. I'm in need of your assistance. Of course, what do you need? I come with news of most dire nature. Dire nature? Of what are you speaking? I have a tale to tell. Randver is quiet for some time. I see. And you say you have been on to the Isle of Despair to confirm the story of Godmund or Bender? Yes, I was there, and there was no sign of the BMC dwarves. То есть Black Mountain Clan dwarves. This troubles me, my friend. We were given assurances by Elberic. Assurances? Bloody madden. Oh, bless them all to the dark depths. Dark depths. Blessed who? The elves? What is going on here? This is an old and dark business. The business of my father. And as I am his heir, it falls to me to make it right. But I know not what to do. He told me so little. What happened to your father, Randver? My father, great and solid Loghair Thunder Stone, king of the dwarves. Do you know him, stranger? The stories of his courage, of his strength, of his wisdom. My father, stone among stones. From out of the madness of the clan wars, he united as under one banner, under one king, through the sheer power of his will. Where is he, Randver? What happened to him? It broke his heart, that heavy stone heart. He who warred against Loric and Abjurer in the pass of Gorgoth, who in victory burned Loric alive, along with 10,000 of his dwarven followers. And this broke him like a child upon the stones of the war. То есть Рандвер говорит, что его отец Логhair, он воевал с другими кланами и, то есть, погибло 10 тысяч гномов Лорака, ну, вот, одного из этих гномов. Да, это очень тяжелая история. Please, Randver, I need to know what has happened here. It is that the clan, as the Warbender told you, my father permitted the banishment of his own people by the elves. He watched them sent away, heard their cries, with hardness born of 100 generations of Thunder Stones. So where is he? My father came home and upon his knees cried out of his lost, foolish brethren. Tears of regret, stranger. Regret, shame and sorrow. The caverns shook with his fury, shook at the impact of his hands upon bare stone. He tore the clothes from his body and set his bulk against the walls and the floors, and his sorrow was marked in blood. And then, I told you, he left us, walked into the old caverns with nothing but Harrow, first axe of the Thunder Stones. And with that weapon he disappeared, exiled by his own grief, and left the Will Clan. He is never returned. I'm very sorry.
What do the elves have to do with this? The elves? It was they who demanded the banishment of the Black Mountain clan for their crimes. But as for the reasons, as I said, I know very little. My father never told me the details of his discussions with them, only that what had been decided was necessary, and that the responsibility would be his. What crimes? What had the Black Mountain clan done? Technology, manipulation of natural force, and of course the stone and gear works that make men gods. This our legacy given into the hands of reckless children, and the disease has spread, and the cost, stranger. Oh, the bloody cost. Godman spoke of Gilbert Bates. Bates! It was Bates who spread technology and its disease. And who are we to blame him? Humans, cursed with brevity, lacking patience, lacking discernment, and have spent human lifetimes deciding on what type of stone to use in a mural. And look what they have done in only a few turns of the moon. And with this, these elves came to us, speaking of punishments. Who are they? Who were these elves? I have no idea, and I know not what my father left it necessary to speak with them, nor to heed their demands. His king, my father, never should have allowed them to interfere, but for some reason he allowed it. He has never spoken a word about it since. It seems I'll have to speak with Loghair. Where's he? I told you, he's out himself. He went into the dredge and has never returned. То есть Логhair сейчас находится в каком-то месте, которое называется Dredge. Где это место? The Dredge? What is it and where can I find it? The Dredge is an old system of caverns, a mine actually not far from here. The entrance is just beyond the entrance to these chambers and to the southeast. There you will find a stone archway. Beyond that you will find the dredge, into which my father disappeared. What can I expect to find in this dredge? Right now it serves a little purpose, but to house an assortment of fell creatures. There are minecart tracks and an occasional storeroom. No one ventures there anymore, so I don't know anything beyond that. You must know where he is. Can I convince you to tell me? Why would you think that? It's a dwarf wants to be alone, then a dwarf stays alone. Можно, конечно, его уговорить, показать путь в этот дредж, в эту систему подземелий, туннелей. I'm confused. Why exactly was your father so ashamed? That's a complicated discussion, friend. A very long one that I'm not sure you'll fully be able to understand. I believe my mental powers are up to the test. Perhaps you are correct.
Fine. My father's reasons for living are tied up in ageless tradition. Truly, in his opinion, he had no option other than to leave his clan. He was only doing what he saw to be his only choice. You spoke of dwarven traditions. Of which do you speak? Perhaps tradition is the wrong word. Philosophy might be a better one. Though with words, really, you consider ourselves philosophers. Philosophy, as most know it, infers a certain amount of subjective opinion and a particular open-mindedness toward other range of thought. What I speak of is different. What exactly are you referring to? I'm talking about the stuff of dwarven souls, the tenets we live by, our moral fiber. So morally plays no part in it. Not morality as most know it. What I speak of, friend, is what is known as the stone and the shade. Да, друзья, я на самом деле уже хочу побыстрее закончить этот диалог. Уже как-то немного устал от этого разговора. Но мы выяснили, что отец то есть это Логhair, этот король, он покинул, ну, может быть, он покинул клан Кольца, может быть, нет, просто он ушел и сейчас недоступен. И вместо него управляет его сын, ну, король в ожидании, временно исполняющий обязанности. Но мне сейчас нужно спуститься в этот туннель такой, дредж. Такую систему подземелий. Continue, please. To be dwarf. What does this mean? Our character is defined through the immovability, the solidity of stone. With dwarves, see the stone as something ephemeral of a but is rooted in this reality as the mountains from which we can carve our homes. Do you understand? Really? You are speaking of dwarven commonality. Yes, I spoke both metaphorically and literally. We are dwarves, and there is much about us that is like the stone. We feel no more at home than when it surrounds us. And it carries to us the great modern flows on the slow line of subterranean ocean rivers, or when all is quiet, modern whispers to steeped in age that even the stars were young when they were first spoken. And so, to understand this is to understand a part of what makes us dwarves. Their loves are immovable and inchangeable, and so we are like the stone. I tire of this. Let us continue our previous discussion. Да, я действительно очень устал. You are his son. I assume you have gone looking for him. And why? He left me here to rule a kingdom, and rule it I will. What sort of son would I be to
go running around in the dark looking for a father who doesn't care? And what has he left behind for you, Randver? For me, he has left a crumbling clan. His people confused and frightened at the charges in our world, hurt by the abandonment of their clan father and king. And it falls to me, to hold us together. You have done it your best, Randver. Your father will be proud. But I'm so very young. My people's respect for me stems from my name than my experience. Still, a handful of old stone weighs more than an armful of pumice. She still tells me that, she used to. What, are you call me a liar? I'm tired of speaking, stranger. I wish you the best of luck, but I can't give you nothing more. Да, я тоже устал, действительно. Ладно, I'm sorry you feel that way. I go now to find your father. Yes, you must go your own way on this, stranger. I will tell the guards at the entrance of the dredge to let you pass. Good day to you. Да, вот слишком долго мы разговаривали. Я уже устал от всего этого. Ладно, друзья. В следующий раз я продолжу. Отправлюсь на поиски отца Рандвера. Ну и до свидания.